Всем привет! Куда ты? На фоне играющего в Left 4 Dead сына хочу записать ролик Ой, про ритмический рисунок. На примере последней композиции Кольщик, которую я подобрал. Во-первых, сам сейчас хочу попробовать ритмично поиграть ее. А для вас, особенно для тех, кто только недавно в мире музыки, хочу немного акцентировать внимание на этом сложном чувстве ритма. Здесь даже не метрономная точность и четкость, а больше пульсация. Сама пульсация, которая создает, наверное, ну, вот это вот движение, да, как мы ногой там танцуем и так далее. Вот сейчас на примере Кольщика давайте попробуем. Вообще интересно попытаться в себе развить вот чувство вот такой пульсации. Попробуйте потренироваться. И потом добавлять другие струны. Здесь будет этот момент далее. Емельевич, закрой дверь, пожалуйста. Это все к чему? Вообще, наверное, профессиональный-то гитарист, чем в основном и отличается, да, это как раз-таки вот умением чувствовать внутреннюю пульсацию, либо внутри себя пульсацию мелодии. То есть это, если там будет, не знаю, рок-н-ролл, то он будет ощущать эту пульсацию. И если вы обращали внимание на многих профессиональных музыкантов, ну, в частности, гитаристов, они
иногда вот смотришь на них, да, вот они руку ставят, вот берем Доминика Миллера. Вот он ставит руку, и вроде ты смотришь там, ну, как будто вот, если бы я не знал, что ты профессионал, мне показалось, что это ученик какой-то. То есть он прям так, как будто неуклюжий кажется. Но по факту там же заложен механизм ритма. И для него в первую очередь идет задача проиграть этот ритм, сохранить его, то есть сделать изначально музыку музыкой, а уже потом задумываться о каком-то, не знаю, количестве звуков. Ведь если его сейчас посмотреть последние ролики, не ролики, даже вот выступления там у известных ведущих, ведь он Битлз переигрывает, ну, с минимальным количеством нот, но прям по нему чувствуется, как вот он живет именно ритмом. И сейчас вот я хотел бы донести главный посыл этого видео. Включить вам метроном и не просто попадать в такт, а играя какую-то мелодию, попробовать воссоздать эту пульсацию. Либо оригинал послушать и попробовать. Ну, вот смотрите. То есть, если как-то попытаться про себя проиграть мелодию, вот Blackbird, да, вот сейчас проиграл, то такое ощущение, что, знаете, вот я, если утрированно, хотел бы сыграть так вот. То есть я сейчас заглушил струны, я надеюсь, мне Content ID не рубанет монетизацию с видео. Я заглушил часть струн и оставил вот это вот какую-то вот такую, да, пульсацию, короче, которая толкает какие-то пальцы сделать акцент. И этот акцент, он четко повторяется в игре, в мелодии. Ну, смотрите, вот еще один пример пульсации, да, в подобранной мной мелодии «Мистер Кредо». Я не буду ее на третьем ладу сейчас каподастр ставить, но вот смотрите, я беру в открытых позиции в ми миноре. И давайте буду головой кивать на акцент, то есть... Я сейчас не говорю пульсацию, привязку к оригиналу, я сейчас говорю про пульсацию, которая внутри нас. То есть мы сейчас берем эту мелодию, мы не академические музыканты, там, не оркестровые, да, там, эти исполнители. То есть нам важно внутри для поддержки ритма, для того, чтобы вам передать людям ритм, нужно научиться его чувствовать. Я, к сожалению, только могу ушами слышать, а воссоздавать я... Ну, как показала моя практика, я не тренировался это. И по большому счету только сейчас начал стараться это делать. Ну, как сейчас там, последние полгода, скажем так. И смотрите, вот еще раз, да, если... Я сейчас вот... Ну, ошибся, да, где-то, например, и просто играю сейчас вот мелодию. Или... То есть я даже к тому, что если вы забыли что-то в мелодии, вы можете, по сути, пульсацией загладить эту ошибку и превратить ее, ну, в задумку. Ну, подумаешь, пропустил нотку. Все же знают так, что это играет мелодия.
даже вот сольная пошла, да. С первого взгляда может показаться, что играется просто ну, какой-то ритм. А если начать отслеживать громкостные ходы, то можно услышать как раз-таки... То есть вот это же даже пауза. И вот акцентная нота. Мне кажется, интересно с этим поработать, кстати. Ну, я имею в виду и вам. Тем, кто... Это полезно тем, кто недавно с гитарой учит что-то. Прекратите учить далеко мелодию. Возьмите несколько тактов и попробуйте поймать пульс, который есть в мелодии. Я говорю, можно его взять оригинальный, там попытаться найти. Можно взять свой личный. Да какая нафиг разница? Вы играете сами себе, либо там, как я, да, какой-то части аудитории. Это же не правило книга, да, по которой обучаются все. Это просто часть аудитории. Унесло меня куда-то в другую сторону, ну ладно. Я к чему? Я сейчас пытался, короче, я до этого не делал так, хлопал немножко иначе по струнам в этой мелодии. И, во-первых, боялся сбиться, но попытался я послушаю сейчас на записи. Тут важный момент, что я, пока играл, многие ноты неправильно сыграл, где-то пропускал, где-то добавлял вообще не в тему какую-то ноту, то есть не из основной мелодии. Но если сейчас я пойму на записи, вот послушаю, если я хоть как-то удержал некую пульсацию, понятно, она не будет профессиональной, то есть, ну, о чем тут говорить. Я про то, что основную пульсацию, которой можно предсказывать, когда появится следующий звук. Вот, наверное, в этом, да, суть этой пульсации. То есть, если вы слушаете и примерно представляете, когда упадет следующий звук, наверное, вам мелодично будет.
Если мы слушаем и ждем ноту, а она выскакивает раньше либо позже, мы начинаем видеть либо отставание, либо ускорение. Вот. Это важно. Так что так, немного полезной информации для тех, кто не знает, с чего и зачем начать, если уже начали что-то учить. Остановитесь учить дальше и поработайте с пульсацией. Ну, наверное, чтобы детальнее объяснить, вот смотрите. Вот, скорее всего, у меня пульсация, наверное, будет вот эти вот. Ой, понеслась. Мимо, но. Интересный момент сейчас, да, был, что я специально долбил по струнам вот именно перкуссию или перкуссию, не знаю, как правильно, и практически пренебрегал, что же все-таки я играю. Подобная тема и вопрос еще всплывет не раз в моих видео про важность ритма первостепенно, что в настройке аппаратуры, это прошлые мои ролики, что в гитарной и музыкальной игре. Точнее, на игре на музыкальных инструментах, да, при игре на музыкальных инструментах. Вот как-то так. Короче, пробуйте, делитесь своими впечатлениями. Всем пока. А здесь пульсация была, наверное, такая. А какая? А хрен ее знает. О, мои кости как стать теперь?